Привет! Я постоянно делаю какие-то конкурсы и еженедельные батлы, чтобы как-то расшевелить вас. Мне кажется, всегда прикольно принять участие в какой-то движухе. Также меня постоянно просят сделать какой-то ролик с подписчиками. И я долго думала, в каком формате можно все это провернуть, и наконец-то у меня появилась нереально крутая идея. Я предлагаю тебе сделать коллаб со мной. Да, всем вам, кто сейчас смотрит это видео, предлагаю сделать совместный арт. Что за дичь она несет? Как такое вообще возможно? Да, этими вопросами я задалась прежде всего, но не переживайте, я уже нашла ответ на них. У меня есть концепт, который мы с вами можем воплотить в жизнь, тем самым создав самый огромный коллаб в фотошопе. Мы с вами можем сделать крутую кастомизированную ракету, где у каждого будет свое место. Проще говоря, я предлагаю вам сделать кусочек арта, где кусочек — это придуманная вами комната вместе с вами. Чтобы арт в итоге получился законченным, будут критерии, которых нужно придерживаться. Иначе ничего целостного не получится. И сейчас мы поговорим о них. Прежде всего, арт должен иметь разрешение 2000 пикселей на 2500, ни больше, ни меньше. Это формат 4:5. На арте на определенном уровне должен быть пол и линия горизонта, а также иллюминатор. Также вы должны сфотографировать себя и разместить в этой комнате. Примерное расположение человека вы сейчас видите на экране. Чтобы вам было проще ориентироваться во всех требованиях, я оставлю ссылку на Google Диск, где будет лежать вот этот PSD-файл. В нем будут какие-то макеты, которые вы можете использовать как основу. И самое главное, там будет та самая основа, именно расположение иллюминатора, линия горизонта и перспективная сетка, если она вам нужна для удобства. Также там будут примеры расположения человека, несколько примеров пола и стен. Но на самом деле примеры вам не сильно нужны, потому что вы можете полностью кастомизировать свою комнату, как вы хотите. Хоть сделать там какие-то джунгли, хоть полки с кучей книг. Все, что вашей душе угодно. Вы можете использовать любые цвета, любые формы. Главное — изобразить вашу комнату и себя в ней. И важно не оставлять комнату пустой. Постарайтесь ее чем-то заполнить, показать какие-то ваши вещи или то, что вам очень нравится. Пустые стены — это не круто, давайте заполнять все пространство. Повторюсь, главное — сохранять линию горизонта и расположение иллюминатора. Мне кажется, это именно тот случай, когда интереснее сначала увидеть результат, а потом уже выкладывать свою работу куда-то. Поэтому я предлагаю держать вам работу в секрете до подведения итогов. Ведь будет очень круто увидеть сначала целостную картинку, а потом уже рассмотреть какую-то комнатку детально. Поэтому предлагаю вам никуда не выкладывать свою работу до тех пор, пока не сделаю видео с результатами. А его я сделаю очень быстро, не переживайте. На работу у вас будет неделя, начиная с выхода этого ролика. То есть работы принимаются до 12 августа включительно. Работу нужно отправлять мне на почту с обязательным указанием вашего ника в Инстаграме или ссылкой на ВК, если инсты у вас нет. Все правила и адрес почты я еще раз продублирую в описании и в группе ВКонтакте. Также, чтобы привлечь к этому коллабу как можно больше людей, я предлагаю вам репостнуть этот ролик в какую-нибудь свою соцсеть, например, ВКонтакте. Или же поделиться историей, где вы можете написать, что участвуете в этом коллабе и отметить там меня, чтобы люди могли переходить и смотреть, что это вообще за движуха. Истории в инсте помогут не только притянуть новых людей для участия в этом коллабе, но и оценить примерное количество людей, которые заинтересовались в этом, что, в принципе, очень важно, потому что чем больше людей будет участвовать, тем интереснее в итоге получится. Так что зовите своих друзей, которым интересен фотошоп, или просто кидайте ссылку на это видео. Также вы можете делиться процессом своей работы в историях, используя вот этот хэштег. Но, пожалуйста, никому не показывайте финальный результат до подведения итогов. Повторюсь, так будет намного интереснее. А потом мы просто завалим ленту нашим космическим кораблем. Разве не круто?
Скорее всего, итоги я уже подведу 13 или 14 августа. Все работы, которые будут соответствовать требованиям, попадут в финальный арт, а также в ролик, который будет посвящен этому коллабу. Ну а самые лучшие работы я запущу к себе в Инстаграм. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно читайте полные правила в описании или в моей группе ВКонтакте. Там будет все очень подробно расписано. Также, если вы все равно что-то не поняли, не бойтесь спрашивать в комментариях и задавать вопросы. Я читаю все комментарии и постараюсь подробно на них ответить. В принципе, все. Надеюсь, что у нас все получится. А все может получиться только благодаря вам. Именно вашему участию в этом ролике и вашей помощи с распространением этого видео. Так что буду благодарна всем за репосты, какие-то лайки и комментарии, которые также помогут как-то продвинуть этот ролик. Спасибо за внимание, с нетерпением жду ваших работ и надеюсь, что мы скоро увидимся. Пока!